Здравствуйте. В эфире программа «Без рецепта», и я ее ведущий, доктор Брандт. Время эпидемии всяких гриппов и ОРВИ, казалось бы, позади. Но именно весной высок риск подхватить простуду. Под теплым весенним солнцем так хочется снять шапку и расстегнуть теплую куртку. А простуда с ее неизменным спутником кашлем тут как тут. А между прочим, кашель полезен для здоровья. Не будь кашля, вся гадость так и оставалась бы в бронхах. Так зачем его лечить, если он помогает выздороветь? Ты знаешь, как ни странно для тебя, вопрос вполне резонный. Давай я задам его нашему гостю, врачу-пульмонологу, профессору Игорю Емельевичу Степаняну. Здравствуйте, Игорь Емельевич. Здравствуйте. У меня же есть такой вопрос. Поскольку все сейчас простужены, полупростужены и так далее, надо или не надо лечить кашель? To be or not to be? Надо лечить. А зачем? Ведь кашель выводит мокроту из бронхов, очищает бронхиальное дерево. Это же полезно. В принципе, полезно, но до определенной меры. Вот. Я предлагаю немножечко вспомнить о том, откуда берется кашель. Дело в том, что у нас природа наградила замечательными разными защитными механизмами, и среди них очищение дыхательных путей. Ну да, ворсинки там всякие. Ворсинки, совершенно верно. Вот. Дыхательные пути, они покрыты мелкими ворсинками, которые движутся наружу. А ворсинки эти покрыты тоненьким слоем слизи. И все пылевые частицы, которых сейчас вокруг нас много, вирусы, микробы, которые попадают в дыхательные пути и могут вызвать болезнь, они выводятся этой слизью, незаметно для нас абсолютно. Мы не кашляем, заглатываем эту слизь и так и живем. Но в один прекрасный момент все-таки развивается болезнь в той или иной степени. Слизи становится больше, ворсинки не справляются, и если не помогать ворсинкам, то слизь это затопит легкие, и будет совсем плохо. Тогда появляется кашель. И вот кашель, он направлен на то, чтобы помочь этим ворсинкам выгнать избыток слизи, который мы откашливаем в виде мокроты. Кашель может случиться и неожиданно совершенно у совершенно здорового человека, когда, скажем, человек поперхнулся водой, вдохнул какой-то предмет, вот, в запыленном помещении сильно, тут же возникает кашель, раздражающий газ подействовал тоже, сильный поток воздуха, то есть кашель выгоняет все эти частицы вредные для легких. Вот. Но есть определенная мера. Если кашель сработал, помог очиститься и прекратился, все нормально. Если человек заболел и кашель этот уже мешает человеку жить, вот, его надо лечить. По сравнению с предками, современный человек чаще подвержен заболеваниям, которые сопровождаются кашлем. По мнению врачей, это связано с видоизменением возбудителей инфекционных заболеваний. Взять, к примеру, тот же вирус гриппа H1N1. Еще несколько лет назад его просто не существовало, а теперь уже дело дошло до пандемии. Другая причина участившегося кашля – ослабление иммунитета. Все это может привести и к осложнениям кашля, бронхиту и пневмонии. Отсюда вывод – кашель надо обязательно лечить. Здесь полезно обильное теплое питье, которое выводит из организма токсические вещества, оставшиеся от возбудителей инфекции. Не лишним будет попарить ноги и растереть стопы. Дело в том, что переохлаждение ног приводит к спазму сосудов верхних дыхательных путей, тем самым открывая ворота инфекции. А разогревающие процедуры запускают обратный процесс. При кашле, читай простуде, нужно укреплять иммунитет. Для этого нужно гулять на свежем воздухе в среднем темпе, чтобы не было одышки. Что же касается лечения самого кашля, то здесь главное помочь организму вывести из бронхов скопившуюся мокроту. Для этих целей была создана группа препаратов под названием муколитики. Ну, давайте вспомним, что кашель существует все-таки не одинаковый, да? Существует, ну, как в народе принято говорить, сухой кашель и мокрый кашель. То есть сухой кашель, когда мокроты нет, как я понимаю, да? А мокрый или влажный кашель, когда есть мокрота. Вот чем они отличаются и что происходит? Ну, в принципе, кашель, он и есть кашель, как мы уже говорили. Когда мы выкашливаем мокроту, образующийся кашель влажный. Когда сухой, это может быть от действия раздражающих веществ, от всяких нелегочных причин. И мокрый, и сухой кашель, когда он перестает быть защитным короткодействующим механизмом, он человека изнуряет.
Ну, с точки зрения эстетической, многие люди стесняются кашлять в обществе. Им неприятно, что их считают больными. Вот, кашель утомляет человека, потому что дополнительные резкие усилия... Зато пресс развивает. Ну, болит же. Зато Вот. пресс развивает. И бока болят, и пресс болит от кашля. Человек не спит от этого кашля. Поэтому, конечно же, вот, нужно лечить кашель и по-разному. Если сухой кашель нужно лечить средствами подавляющий кашель, то мокрый, влажный, продуктивный, как его называют, кашель лечится немножечко по-другому. Нужно помочь человеку очистить дыхательные пути от мокроты, тем более, если она, скажем, повышенной вязкости, плохо откашливается. Ну, хорошо. Мы пришли к выводу о том, что все-таки кашель надо лечить, особенно простудный. Но сегодня в аптеках такой широкий выбор средств от кашля, и отхаркивающих, и подавляющих, и каких хочешь, ну, как бы вообще не запутаться в этих названиях. Действительно, сейчас в аптеках много препаратов, которые подавляют кашель, помогают откашливаться, и разобраться с первого взгляда в этом обилии сложно. Но известно, что сухой кашель нужно лечить препаратами, которые нас освобождают от этого кашля. А если у нас начинает откашливаться мокрота, и мы испытываем затруднения, тут достаточно широкий арсенал. Конечно, хорошо обсудить выбор с доктором, но если такого у нас такой возможности нет, что нужно выбрать? В первую очередь препараты, которые облегчают откашливание. Вот. Их достаточно много. Но большинство из тех препаратов, которые продаются без рецепта, они безопасны. Вот. Если говорить о препаратах, которые помогают откашливаться, я бы советовал воспользоваться в первую очередь лекарствами, которые содержат амброксол. Вот. Вещество это действует на слизистые железы бронхов и способствует тому, чтобы секрет их, мокрота, которую мы откашливаем, становился более жидким. Вот. Препараты производятся очень многими фирмами, вот, имеют разные названия, но суть действия их одна и та же. И то, что их так много делают, говорит о том, что препарат, в общем-то, востребован и хорошо помогает в этих ситуациях. Вот. И препарат не только помогает откашливать мокроту, но и обладает противовоспалительным действием, антиоксидантным, как сейчас вот принято говорить в науке. Он способствует синтезу сурфактанта, вещества, которые покрывает поверхность альвеол дыхательной и тоже способствует полноценной функции легких. Вот. И препараты эти, хотя и много существуют на рынке уже долго достаточно, вот, все равно арсенал пополняется новыми средствами, вот, которые тоже находят свое применение в практике. Недавно в аптеках появился новый препарат из Германии на основе амброксола «Флавамед». Он помогает вылечить кашель, возникающий при ОРВИ, остром и хроническом бронхитах, пневмонии и других заболеваниях. «Флавамед» обладает двойным действием, делает вязкую мокроту более жидкой и помогает ее выведению из дыхательных путей. «Флавамед» выпускается в двух формах – растворе для приема внутрь и таблеток. Поэтому его можно принимать как взрослым, так и детям, начиная с раннего возраста. Особенностями раствора «Флавамед» является его приятный вкус и аромат, что, несомненно, понравится детям. В упаковку раствора «Флавамед» вложена мерная ложка, что позволит избежать передозировки препарата. Что касается таблеток «Флавамеда», то они имеют один из самых маленьких размеров среди препаратов на основе амброксола, благодаря чему их легче глотать. Всей семье даем совет пить при кашле «Флавамед». Человек, если не проходит кашель, что надо делать? Если человек кашляет дней 10-15, это явно, что что-то не то, болезнь затянулась, и пора идти к врачу. Вот, и тогда уже надо провести обследование и выяснить, потому что, мало ли, может быть, какое-то серьезное заболевание является причиной кашля, а не просто острый бронхит, который проходит за неделю-полторы. Вот, поэтому, конечно, многие люди у нас избегают общения с врачами. Ну, об этом надо помнить. Понимаю. Хорошо, посоветуйте, пожалуйста, нашим зрителям, как не подхватить весной простуду.
А если подхватить, то как быстро от нее избавиться? Простуду всегда неприятно подхватывать. Весной в том числе. Весной есть такая особенность, что солнышко начинает пригревать. Днем тепло, человек распахнулся, вспотел. А тут уже вечер, сумерки, холод опять. И легче переохладиться и заболеть. Вот. Но дело в том, что у нас простуда-то понятие такое народное, а за простудой стоит обязательно какая-то инфекция, вирусная или бактериальная. И я считаю, что самое главное, если ты уже понял, что заболел, не выходить на люди, посидеть несколько дней дома и не тиражировать инфекцию в обществе. По-моему, это самое главное. Ну, трудно не согласиться, дорогие друзья. Очень вас прошу в очередной раз, если вы чувствуете, что вы простыли, сидите дома. Поверьте мне, что без вас на работе 1, 2, 3 дня можно обойтись, даже если вы, извините, президент страны. Потому что если будут осложнения или если вы заразите свое окружение, то управлять, во-первых, страной будет трудно, а во-вторых, ваши коллеги будут болеть. Вам большое спасибо. Было очень интересно, а наша программа продолжается. Но в один прекрасный момент все-таки развивается болезнь в той или иной степени. Слизи становится больше, ворсинки не справляются, и если не помогать ворсинкам, то слизь это затопит легкие, и будет совсем плохо. Тогда появляется кашель. И вот кашель, он направлен на то, чтобы помочь этим ворсинкам выгнать избыток слизи, который мы откашливаем в виде мокроты. Кашель может случиться и неожиданно совершенно у совершенно здорового человека, когда, скажем, человек поперхнулся водой, вдохнул какой-то предмет, вот, в запыленном помещении сильно, тут же возникает кашель, раздражающий газ подействовал тоже, сильный поток воздуха, то есть кашель выгоняет все эти частицы вредные для легких. Вот. Но есть определенная мера. Если кашель сработал, помог очиститься и прекратился, все нормально. Если человек заболел и кашель этот уже мешает человеку жить, вот, его надо лечить. По сравнению с предками, современный человек чаще подвержен заболеваниям, которые сопровождаются кашлем. По мнению врачей, это связано с видоизменением возбудителей инфекционных заболеваний. Взять, к примеру, тот же вирус гриппа H1N1. Еще несколько лет назад его просто не существовало, а теперь уже дело дошло до пандемии. Другая причина участившегося кашля – ослабление иммунитета. Все это может привести и к осложнениям кашля, бронхиту и пневмонии. Отсюда вывод – кашель надо обязательно лечить. Здесь полезно обильное теплое питье, которое выводит из организма токсические вещества, оставшиеся от возбудителей инфекции. Не лишним будет попарить ноги и растереть стопы. Дело в том, что переохлаждение ног приводит к спазму сосудов верхних дыхательных путей, тем самым открывая ворота инфекции. А разогревать Антиоксидантным, как сейчас вот принято говорить в науке, он способствует синтезу сурфактанта, вещества, которые покрывает поверхность альвеол дыхательной и тоже способствует полноценной функции легких. Вот. И препараты эти, хотя и много существуют на рынке, уже долго достаточно, вот, все равно арсенал пополняется новыми средствами, вот, которые тоже находят свое применение в практике. Недавно в аптеках появился новый препарат из Германии на основе амброксола «Флавомед». Он помогает вылечить кашель, возникающий при ОРВИ, остром и хроническом бронхитах, пневмонии и других заболеваниях. Флавомед обладает двойным действием, делает вязкую мокроту более жидкой и помогает ее выведению из дыхательных путей. Флавомед выпускается в двух формах – растворе для приема внутрь и таблеток. Поэтому его можно принимать как взрослым, так и детям, начиная с раннего возраста. Особенностями раствора Флавомед является его приятный вкус и аромат, что, несомненно, понравится детям. В упаковку раствора Флавомед вложена мерная ложка, что позволит избежать передозировки препарата. Что касается таблеток Флавомеда, то они имеют один из самых маленьких размеров среди препаратов на основе амброксола, благодаря чему их легче глотать. Всей семье даем совет пить при кашле Флавомед. Человек все не проходит кашель, что надо делать? Если человек кашляет дней 10-15, это явно, что что-то не то, болезнь затянулась, и пора идти к врачу. Вот, и тогда уже надо провести обследование и выяснить, потому что, мало ли, может быть, какое-то серьезное заболевание является причиной кашля, а не просто
Острые процедуры запускают обратный процесс. При кашле, читай простуде, нужно укреплять иммунитет. Для этого нужно гулять на свежем воздухе в среднем темпе, чтобы не было одышки. Что же касается лечения самого кашля, то здесь главное помочь организму вывести из бронхов скопившуюся мокроту. Для этих целей была создана группа препаратов под названием муколитики. Ну, давайте вспомним, что кашель существует все-таки не одинаковый, да? Существует, ну, как в народе принято говорить, сухой кашель и мокрый кашель. То есть сухой кашель, когда мокроты нет, как я понимаю, да? А мокрый или влажный кашель, когда есть мокрота. Вот чем они отличаются и что происходит? Ну, в принципе, кашель, он и есть кашель, как мы уже И в говорили. Африке кашель. Когда мы выкашливаем мокроту, образующийся кашель влажный. Когда сухой, это может быть от действия раздражающих веществ, от всяких нелегочных причин. И мокрый, и сухой кашель, когда он перестает быть защитным короткодействующим механизмом, он человека изнуряет. Ну, с точки зрения эстетической, многие люди стесняются кашлять в обществе. Им неприятно, что их считают больными. Вот, кашель утомляет человека, потому что дополнительные резкие усилия. Зато пресс развивает. Ну, болит же. Зато Вот. пресс развивает. И бока болят, и пресс болит от кашля. Человек не спит от этого кашля. Поэтому, конечно же, вот, нужно лечить кашель и по-разному. Если сухой кашель нужно лечить средствами подавляющий кашель, то мокрый, влажный, продуктивный, как его называют, кашель лечится немножечко по-другому. Нужно помочь человеку очистить дыхательные пути от мокроты, тем более, если она, скажем, повышенной вязкости, плохо откашливается. Ну, хорошо. Мы пришли к выводу о том, что все-таки кашель надо лечить, особенно простудный. Но сегодня в аптеках такой широкий выбор. Здравствуйте. В эфире программа «Без рецепта», и я ее ведущий, доктор Брандт. Время эпидемии всяких гриппов и ОРВИ, казалось бы, позади. Но именно весной высок риск подхватить простуду. Под теплым весенним солнцем так хочется снять шапку и расстегнуть теплую куртку. А простуда с ее неизменным спутником кашлем тут как тут. А между прочим, кашель полезен для здоровья. Не будь кашля, вся гадость так и оставалась бы в бронхах. Так зачем его лечить, если он помогает выздороветь? Ты знаешь, как ни странно для тебя, вопрос вполне резонный. Давай я задам его нашему гостю, врачу-пульмонологу, профессору Игорю Емельевичу Степаняну. Здравствуйте, Игорь Емельевич. Здравствуйте. У меня к вам есть такой вопрос. Поскольку все сейчас простужены, полупростужены и так далее, надо или не надо лечить кашель? To be or not to be? Надо лечить. А зачем? Ведь кашель выводит мокроту из бронхов, очищает бронхиальное дерево. Это же полезно. В принципе, полезно, но до определенной меры. Вот. Я предлагаю немножечко вспомнить о том, откуда берется кашель. Дело в том, что у нас природа наградила замечательными разными защитными механизмами, и среди них очищение дыхательных путей. Ну да, ворсинки там всякие. Ворсинки, совершенно верно. Вот. Дыхательные пути, они покрыты мелкими ворсинками, которые движутся наружу. А ворсинки эти покрыты тоненьким слоем слизи. И все пылевые частицы, которых сейчас вокруг нас много, вирусы, микробы, которые попадают в дыхательные пути и могут вызвать болезнь, они выводятся этой слизью незаметно для нас абсолютно. Мы не кашляем, заглатываем эту слизь и так и живем. Средств от кашля и отхаркивающих, и подавляющих, каких хочешь, ну как бы вообще не запутаться в этих названиях? Действительно, сейчас в аптеках много препаратов, которые подавляют кашель, помогают откашливаться, и разобраться с первого взгляда в этом обилие сложно. Но известно, что сухой кашель нужно лечить препаратами, которые нас освобождают от этого кашля. А если у нас начинает откашливаться мокрота, и мы испытываем затруднения, тут достаточно широкий арсенал. Конечно, хорошо обсудить выбор с доктором, но если такого у нас такой возможности нет, что нужно выбрать? В первую очередь препараты, которые облегчают откашливание. Вот. Их достаточно много. Большинство из тех препаратов, которые продаются без рецепта, они безопасны.
Вот. Если говорить о препаратах, которые помогают откашливаться, я бы советовал воспользоваться в первую очередь лекарствами, которые содержат амброксол. Вот. Вещество это действует на слизистые железы бронхов и способствует тому, чтобы секрет их, мокрота, которым мы откашливаемся, становился более жидким. Вот. Препараты производятся очень многими фирмами, вот, имеют разные названия, но суть действия их одна и та же. И то, что их так много делают, говорит о том, что препарат, в общем-то, востребован и хорошо помогает в этих ситуациях. Вот. И препарат не только помогает откашливать мокроту, но и обладает противовоспалительным действием,